Привет, поклонники BTS по всему миру. Прежде чем мы начнем, пожалуйста, поставьте лайк этому видео, и пусть Бог вознаградит вас здоровьем, душевным спокойствием и неожиданными благословениями. Пусть каждый ваш шаг будет защищен, а каждая ваша мечта будет исполнена. Шокирующее признание TXT о BTS и Ким Тэхёне. В феврале 2000 дискуссию. Они честно и открыто выразили свое восхищение BTS, особенно Ким Тэхёном. И это не просто формальная похвала. Это необычный вежливый обмен репликами между старшими и младшими. Это признание стандартов. Влияние. Наследие, которое формирует целое поколение. Почему это важно? Почему, казалось бы, простой разговор вызывает у стольких людей чувство неловкости? Это знак того, что эстафета действительно передана? Или это доказательство того, что стандарты, установленные Тэхёном, просто слишком высоки, чтобы их можно было превзойти? В этом видео мы будем обсуждать не только факты и данные. Мы разберем смысл каждого предложения, каждого жеста и каждого признания, которые могли остаться незамеченными. Потому что за словом «вдохновение» скрывается более глубокая история о силе влияния, о том, как одно имя может стать глобальным компасом. И поверьте мне, к концу этого видео ваше представление о динамике поколений в поп может уже никогда не быть прежним. Поэтому, прежде чем мы начнем, обязательно поставьте лайк, оставьте свои мысли в комментариях. Потому что ваш голос важен, подпишитесь прямо сейчас и активируйте колокольчик уведомлений, чтобы не пропустить самый проницательный и честный анализ с этого канала. И не забудьте, поделитесь этим видео, чтобы мир продолжал видеть доброту Ким Тэхёна и его необычайное влияние. Потому что то, что мы обсуждаем сегодня, не просто новости. Это история, которая пишется. И вы являетесь свидетелем этого в прямом эфире. Февраль 2026 года. Не взрыв фейерверков на стадионе. Не объявление о многомиллионном мировом турне. А тихий разговор, который потряс. Громче любой сцены. На фоне неустанного движения мировой музыкальной индустрии интервью с участниками группы Tomorrow X Together, или TXT, стало вирусным и вызвало бурные дебаты. Они честно и открыто выразили свое восхищение BTS, особенно Ким Тэхёном. Это не просто формальный комплимент между старшими и младшими коллегами, а скорее признание стандартов, влияния и наследия, формирующих поколение. В мягко освещенном помещении для интервью камера запечатлела не только молодые, амбициозные лица. Искреннее уважение и понимание того, что они стоят на фундаменте, заложенном много лет назад. Один из участников TXT упомянул, что они часто обсуждают возможность пойти по стопам других групп под эгидой Big Hit. Эта фраза звучит просто, но в многомиллиардной индустрии, где, согласно глобальному отчету EFP, продолжается значительный рост на южнокорейском рынке, это стратегическое заявление. Следовать за BTS означает соблюдать мировые стандарты, подтвержденные успехами в Billboard Hot 100, международными стадионными турами и доминированием в мировых чартах. В Big Hit Music концепция «семьи» — это не просто маркетинговый слоган. Это проверенная экосистема наставничества. BTS начали свой путь в 2013 году с ограниченными ресурсами, но за десятилетия превратились в глобальную культурную институцию. TXT, дебютировавшие в марте 2019 года с песней «Crown», сразу же установили рекорд по скорости просмотра дебютного музыкального видео в поп, свидетельствуя о том, что эстафета была тщательно подготовлена. Участники TXT открыто признают, что получают советы от своих старших коллег. Особенно от Ким Тэхёна, известного не только своим характерным тембром голоса, но и своей художественной смелостью и неизменной трудовой этикой. Влияние Ким Тэхёна распространяется за пределы сцены. Его участие в глобальных модных компаниях часто напрямую влияет на продажи продукции.
Явление, известное в индустрии как сила конверсии потребителя. Он также известен своим широким творческим диапазоном, от сольных проектов до современных подходов. Уникальные визуальные образы в фотосессиях для международных журналов. Для TXT, которые создают глобальную идентичность, такие фигуры, как Тэхён, являются конкретным доказательством того, что успех может идти рука об руку с сильным личным характером. Здесь вступает в игру общественная психология. Сможет ли новое поколение превзойти стандарты, установленные BTS, или эти стандарты просто слишком высоки, чтобы им соответствовать? TXT появились в условиях жесткой конкуренции четвертого поколения K-pop, наряду со многими другими крупными группами. Однако они решили создать эмоциональную и концептуальную идентичность, которая резонирует с тревогами глобального молодого поколения. Их достижения говорят сами за себя. Аншлаговые мировые туры, высокие позиции в международных чартах и престижные награды. Однако самым сильным элементом являются не цифры, а скорее признание того, что успех их старших коллег – это не тень, которая их угнетает, а свет, который освещает их путь. В конкурентной индустрии, которая часто стравливает фандомы друг с другом, такое признание кажется одновременно смелым и стратегическим. Когда BTS появились на обложке крупного журнала. С дерзким заявлением BTS вернулись. Есть вопросы? Это был не просто заголовок, а символ положения. Последующие поколения выросли, руководствуясь этим стандартом. Переход поколений в индустрии развлечений часто омрачается резкими сравнениями. Но в этом контексте ситуация иная. TXT не пытаются подорвать стандарты BTS. Они признают их основой. И именно в этом заключается истинная сила. Мы хотим передать их и нашим младшим коллегам, сказал один из участников TXT в интервью. Теперь эти слова звучат как обещание поколения. Популярность – это не конечная цель, а ответственность. Вывести K-pop на мировую сцену означает поддерживать качество, этику и художественную целостность. Наследие – это не просто трофеи или количество прослушиваний. Это ценность, которая передается из поколения в поколение. Но остается большой вопрос, который, вероятно, вызовет долгие дебаты, готово ли четвертое поколение действительно нести это символическое бремя? Будет ли мировая общественность предъявлять к ним те же требования? Или сравнения с BTS всегда будут постоянной тенью? Некоторые скажут, что никто не сможет заменить BTS. Другие считают, что у каждого поколения есть свои герои. Возможно, правы оба. Февраль 2026 года теперь кажется поворотным моментом в повествовании. Казалось бы, простое интервью стало символом того, что K-pop строится не только на конкуренции, но и на преемственности ценностей. Когда TXT вышли на мировую сцену, они не шли в одиночку. Они шли по пути, проложенному упорным трудом и глобальным видением. И, возможно, однажды поколения после них будут называть TXT с тем же почтением, с каким они сегодня называют BTS и Ким Тэхёна. Вопрос уже не в том, кто лучше, а в том, кто сможет сохранить пламя этого наследия в индустрии, которое никогда не останавливается. И теперь, прежде чем мы окончательно завершим это видео, позвольте мне оставить вам один вопрос, который, возможно, найдет отклик у вас сегодня вечером. Февраль 2026 года доказал, что мир сотрясают не всегда самые громкие голосы, а самые глубокие смыслы. Не стадионные фейерверки, не многомиллионные туры, а скорее тихие разговоры Термара X Target, которые честно признали стандарты, установленные BTS, особенно Ким Тэхёном. Это было не просто уважение. Это было признание наследия. А наследие никогда не рождается случайно. Оно рождается из последовательности, из характера, из мужества сохранять свою индивидуальность, когда мир пытается ее изменить.
Поэтому, когда новое поколение выходит вперед, вопрос не в том, кто лучше, а в том, кто сможет сохранить пламя. Возможно, после этого видео вы будете по-другому смотреть на каждое интервью. Каждый этап, каждое слово – вдохновение. Потому что история не всегда пишется с ликованием. Иногда она пишется с признанием. Спасибо, что досмотрели до конца. Любители Тэхёна по всему миру. Если это видео показалось вам интересным, не забудьте поставить лайк, поделиться своими мыслями в комментариях. Потому что ваш голос важен, подпишитесь и включите уведомления, чтобы не пропустить следующий анализ, который может быть еще более удивительным, чем этот. И не забудьте поделиться им, чтобы мир мог продолжать видеть невероятную доброту и влияние Ким Тэхёна. Если вы не согласны, ничего страшного. Вы можете пропустить. Канал Tae Young Lovers никогда никого не принуждает. Потому что здесь мы не гонимся за сенсациями. Мы отстаиваем ценности. И поверьте мне, эта история еще не закончена.